Режим повышенной готовности в РФ. Москва готовится ловить ракеты. ПВО стоит в километрах от Кремля. Подготовка к полному краху началась. Тяжелая техника на дорогах Казахстана. Астана готовится к войне. Полигоны заполнены военными. Солдаты ждут приказа. Крупнейшая украинская диверсия внутри РФ. Атаки россиян стали смертельными для них самих. К такой спецоперации в Москве не были готовы. Вывод российских войск. Президент поднимает ставки. Озвучены новые условия для переговоров. Об этом и многом другом к утру 29 июня. Утро понедельника не такое сложное, если вы начинаете его вместе с Нехта. Меня зовут Дарья Петрова. Поехали. Режим повышенной готовности в РФ звучит довольно тревожно, будто перед стихийным бедствием. А причина банальная – бензиновый кризис. И где? В Иркутске. К чему именно нужно готовиться, там не уточняют. Но якобы готовность должна уберечь регион от возникновения чрезвычайных ситуаций. Тебя очередь живая, блядь, пицца! То есть бензина как не было, так и нет, но теперь хотя бы они готовы. Даже больше, в России впервые на официальном уровне признали, что страна не справляется, и РФ придется закупать бензин за границей. У нас две ключевые меры, которые сейчас уже реализуются и для которых созданы преференциальные налоговые условия, позволяющие обеспечить экономику. Первая мера – это импорт. Внезапно отреагировал на топливную катастрофу и лично Владимир Путин, чем впервые признал проблему с бензином. Временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Нам проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. В полной боевой готовности и Z-каналы. Правда, готовы они пока только паниковать. После миграции украинских фламинго по Волгограду военкор Максим Калашников схватился за голову, осознав, какие дыры зияют в хваленой российской ПВО. КР, что куда проще томагавка долетела до Волги. Представляете себе размеры слепых зон ПВО РФ. Нет радаров в воздухе, способных видеть КР издали. Нет воздушных перехватчиков. Легко представить себе, что ждет нас при таких же массированных атаках крылатых ракет США, как на Ирак в 1991 или на Сербию в 1999 году. И паникует он не зря. Уже и Москва спешно готовится ловить ракеты. Да, мы видим проблемы. Мы их осознаем, реагируем. Но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан. Журналист «Радио Свободы» высмотрел в столице новые позиции ПВО. Ближайшая всего в 10 километрах от Кремля. А одна, что особенно интересно, стала впритык к офису фонда «Иннопрактика», которым руководит Екатерина Тихонова. Неужели Путин вдруг вспомнил, что эта женщина вообще-то его дочь, и решил прикрыть ее зениткой понадежней? Близость к кабинету дочери Путина может быть чистым совпадением, поскольку этот район идеально подходит для размещения позиций противовоздушной обороны с географической точки зрения. А может, расчет куда хитрее? Ведь именно Тихонова курирует в России проекты по продлению жизни. Чуть ли не эликсир молодости для стареющего вождя. Вот Путин и бережет ее лаборатории пуще Кремля. А вдруг и впрямь добудет ему бессмертие? Тут уж никакого ПВО не жалко. Не только в Москве, но и в Минске тревожно. Беларусь готовится отлавливать украинские дроны, причем самые разные. На Минской выставке безопасности местная компания Innotech Solutions показала акустическую систему, которая якобы ловит беспилотники по звуку моторов, даже если те летят в режиме радиомолчания. Шахеды засекает за 2 километра, мелкие FPV за 300 метров. Вот только инновационное белорусское решение против дронов первой обкатала и поставила на поток воюющая Украина. У нее уже целая сеть таких ушей. Но интереснее даже не это. Заявлено, что систему поставят на вооружение мобильных огневых групп для защиты объектов и личного состава. Но зачем мирной Беларуси, которая клянется, что в войну не лезет и лезть не собирается, вдруг спешно учиться обнаруживать и тем более сбивать именно украинские дроны? В Минске явно готовятся к прилетам, а значит, к последствиям своих действий. Еще один сосед России собрался воевать. Тяжелая техника перекрывает дороги Казахстана. Минобороны страны объявила о проведении военных учений по всей территории республики. Причем не простых, а с отработкой приведения войск в высшей степени боевой готовности. Подразделения пойдут маршами к полигонам, на дорогах кое-где перекроют движение. Официально плановые маневры. Ничего особенного. Вот только время для планового выбрано занятное. Казахстан в последние месяцы все заметнее отдаляется от Москвы и дрейфует к Западу и Китаю. А по соседству Россия, которая
которая увязла в войне и теряет хватку над бывшими республиками. И в Астане прекрасно видят, чем заканчивается братская дружба с Москвой. Так что, когда сосед, на которого Кремль привык смотреть свысока, вдруг начинает гонять войска по высшим степеням готовности, поневоле задумываешься, к чему именно там готовятся. Совпадение, конечно, но в нынешние времена даже плановые учения у соседей России читаются по-новому. Очередные похороны. Продолжается эпопея вокруг любимого кремлевского духа, которым все чаще надувают Путина. Речь о духе Анкориджа, тех самых якобы достигнутых на Аляске договоренностях, по которым Вашингтон будто бы согласился на главное требование Москвы – вывести украинские войска с Донбасса. Так вот, дух, похоже, испускает последний вздох. Сам Трамп уже допустил, что от этих договоренностей можно и отказаться, а американские чиновники и вовсе твердят, что никакого уговора на Аляске не было и в помине. Получается, со встречи Путина с Трампом не прошло и года, а кремлевский геостратег успел разочаровать даже своего заокеанского приятеля, с которым собирался чуть ли не мир делить. Окончательно похоронили этот призрак и в Киеве. Едко и метко. Как и в случае с любым духом, никто точно не знает, что это такое. Но русские верят в него, и они считают, что все остальные тоже должны в него верить. Реальность же ясно показывает одно. Если дух Анкориджа вообще существовал, то он, безусловно, мертв. Министр добавил, чем дольше Путин отказывается признать, что на поле боя ему своих целей не видать, тем хуже выйдет для самой России. Придуманные в Кремле договоренности развеялись, едва запахло жареным, точнее, горящим московским НПЗ. А Путин остался наедине со своими фантазиями. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту. Тоже не получается. А режим-то отступает по всей линии боевого соприкосновения. Пока Кремль кормит россиян победными реляциями, ВСУ методично делают свое дело. Рвут российскую логистику. Очередной мост в Крыму уничтожен. Об этом рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Поражен железнодорожный мост в районе Ичек, который используется оккупантами для переброски войск и их обеспечения. Еще один важный узел разрушен уже на территории временно оккупированной Луганщины. Мост, который играл важную роль в железнодорожной логистике россиян, был атакован 26 июня, сообщает мониторинговый канал Exile Nova. Подливает масло в огонь и Игорь Стрелков, тот самый, что сидит за обвинение Кремля в недостаточной кровожадности. Ситуация пока развивается строго в рамках стратегического плана противника. Наши войска продолжают самоизнуряться. Спецоперация в тылу врага. На самый масштабный конвейер смерти Путина проникли украинские агенты. Несколько месяцев они работали внутри системы особой экономической зоны Алабуга в Татарстане. Выгрузили базу данных всех сотрудников, их родственников, места проживания, цепочки поставок и прочее. На сайте Алабуги также появилось сообщение от имени подпольной организации «Черная искра». В ходе сборки в последней партии БПЛА мы загрузили сюрпризы от «Черной искры». При попытке запуска этих дронов они будут взрываться. Тем самым уменьшится количество тех, кто непосредственно причастен к запуску гераний по украинским городам. Из сообщения следует, что такие меры – ответ на привлечение 15-летних детей к сборке убийственных дронов. После начала полномасштабной войны в особой экономической зоне Алабуга было организовано производство иранских ударных дронов «Шахед», а несовершеннолетних студентов колледжа Алабуга Политех привлекают к сборке этих беспилотников. Смена государственного строя? Не успела Украина отметить 30-летие своей конституции, как прозвучало предложение ее переписать. Один из авторов главного закона страны, Роман Бессмертный, выступил с идеей радикальной реформы – превратить Украину в парламентскую республику. Роль президента ограничить, оставить только представительские функции. Реальная власть полностью в руках парламента. Больше полномочий местному самоуправлению. Но все это с оговоркой – после войны. По словам Бессмертного, нынешняя система разрушает страну изнутри. В Украине есть два центра исполнительной власти, что фактически разрушает целостность исполнительной власти и разрушает ее ответственность. И причина коррупции в этом. Путь этот, к слову, Украине знаком. В 2004 году уже переходили к парламентско-президентской модели. В 2010-м Янукович через суд все отменил, а в 2014-м вернули обратно. Так что спор о том, как стране жить дальше, идет давно. А вы как считаете, какой должна быть Украина после войны? Пишите свое мнение в комментариях.
Вывод российских войск. Вот что теперь на столе. И речь уже не только про Украину. Президент Молдовы Майя Санду неожиданно подняла ставки. Если дело дойдет до переговоров о завершении войны, на стол ляжет и ее проблема – незаконно находящаяся в Приднестровье российская армия. Европейский Союз учтет и эту проблему и постарается содействовать мирному выводу войск. Путин затевал войну, чтобы расширить русский мир и раздвинуть границы влияния. А на деле российскую армию теперь отовсюду гонят в зашей. Такими темпами скоро дойдет до того, что бравым солдатам и в самой России места не останется. Разве что на парадах маршировать, да по попелищам НПЗ ходить. Киев продолжает избавляться от московского наследия. Теперь уже в самом сердце столицы. На бульваре Тараса Шевченко, где в декабре 2013-го свергли памятник Ленину, предложили поставить новый символ – памятник гетьману Ивану Мазепе. Тому самому, кого Москва веками клеймила предателем за то, что он восстал против Петра I и попытался увести Украину из-под имперской власти. Бюст Мазепе уже открыли в Киево-Печерской лавре, которая не так давно пострадала от российских ударов. Століттями Росія бруднила его имя. Веками Россия очерняла его имя, стремилась к тому, чтобы украинцы смотрели на свою историю чужими глазами, убеждая наш народ, что Мазепа – предатель. Это ложь, и эта ложь потерпела поражение навсегда. По словам Зеленского, это восстановление исторической справедливости. Именно при гетьмане лавра пережила свой расцвет. Но бюстом, считает президент, дело не ограничится. Масштаб фигуры заслуживает полноценного памятника в столице. Символизм тут читается без подсказок. Где упал символ имперской власти, станет символ борьбы с ней. Там, где Ленин впал. Там, где Ленин упал, будет твердо стоять Мазепа. Очередная победа российского оружия, психологического, массового поражения. Известного борца со всем загнивающим западным, депутата Госдумы Виталия Милонова, в очередной раз поймали с вражеской техникой в руках, а именно с айфоном. Почти таким же, как у Пескова, к слову. Но Милонов вывернулся так, что хоть медаль вручай. Он вам не айфон. Китайские друзья. Нет, все. Это не айфон? Да, я специально хожу, чтобы троллить всех. Все подходят, говорят, что это с айфоном? Ага, не с айфоном. Вот это поворот. Оказывается, патриот не спалился с американским гаджетом, а хитро троллит окружающих, прикидываясь, что у него не айфон. Такого уровня коварства Россия еще не видывала. А вы верите такому железному оправданию? Пишите в комментариях. Ну а на этом все. Спасибо, что досмотрели аж сюда. Продуктивной вам недели и приглашаю на вечерний выпуск.